Всем нихао, мы находимся в Китае на фабрике по производству туристической одежды. Если вы хотите запустить производство в Китае, но не знаете, с чего начать, то это видео точно для вас. В этом видео я покажу фабрику, где мы шьем туристическую одежду для брендов по всему миру. А также расскажу, как вы можете сделать то же самое, но уже под своим брендом. Интересно? Давайте начинать. Ну что, друзья, всем привет, меня зовут Артем, и сегодня мы отправляемся в один из кластеров Китая, туда, где находятся почти все фабрики по пошиву туристической одежды. Я хочу показать вам одну фабрику, где мы отшиваем коллекции наших клиентов. Там делают не только мембранные куртки, но и флисовые кофты, одежду из софтшелл материалов и солнцезащитную экипировку. В общем, все, что связано с одеждой для туризма. Проехали около половины, решили остановиться за кофе. Заодно покажу вам, как в Китае устроены остановки на трассе. На китайских трассах такие места — это целый мир. Тут тебе и лапша, и пельмени, и китайский Red Bull. Я люблю снимать такие моменты, они дают почувствовать именно повседневную жизнь в Китае. Потому что китайское производство — это не только про станки и цеха. Это про живой процесс, про людей, отношения и постоянное общение. Бывает, что шьешь партию 300 штук. Казалось бы, делов на месяц. А за этот месяц можно с фабрикой раз в 10 встретиться на обед и еще столько же на ужин. Просто по-дружески, пообщаться. Ну что, друзья, кофе забрали, можно ехать дальше. Ну что ж, друзья, вот она, небольшая, но очень толковая фабрика. Здесь мы шьем одежду, которая потом продается и в Японии, и в Германии, и в России в том числе. У этой фабрики есть одно большое отличие, которое я очень ценю. Дело в том, что этой фабрикой владеет семья, поэтому каких-то недосказанностей или дыр в коммуникации у них нет от слова совсем. На фабрике всего 4 этажа. Первый этаж — это склад уже готовой продукции, которая готовится к отгрузке. Как вы могли заметить, готовится отгрузиться довольно-таки большая партия. Второй этаж — это отдел разработки. Третий этаж — это производство, и четвертый этаж — это склад материалов и фурнитуры. Начнем с самого начала, со склада, где хранятся готовые заказы. Это вещи, которые вот-вот отправятся к своим клиентам. Здесь можно увидеть заказы для клиентов, которые уже отшились на осень. Например, вот эти тонкие кофты из софтшелл материала. Так и заказы для клиентов, которые уже отшились на зимний период. Например, вот эти мембранные куртки с флисовой кофтой внутри. Отлично, с первым этажом разобрались, погнали на второй. Это сердце всей фабрики. Тут разрабатываются лекала, пробные образцы и тестируются новые технологии. Сейчас мы находимся на втором этаже. Здесь дизайнеры и разработчики работают бок о бок. Первые смогут отрисовать вашу идею, вторые же смогут сразу прикинуть, как будет шиться ваша одежда, какие будут использоваться материалы и какая нужна фурнитура. Все происходит на месте, никаких перешлите в другой офис и так далее. Это очень ускоряет процесс. На третьем этаже производство. Тут оживает абсолютно все, то, что мы понапридумывали до этого. Шьются изделия, проклеиваются швы, вставляются молнии и собираются в одно единое целое. За кадром владелец мне нашептал, что при производстве его швеи любят полностью собирать изделия в одиночку, а не работать на линии. Тем самым мы получаем практически индивидуальный пошив и высочайшее качество каждого изделия. Знаете, за 10 лет в Китае я повидал огромное количество фабрик. И чтобы вы понимали, насколько эти ребята кропотливо подходят к своей работе, за все время нашей работы у нас ни разу не было проблем с качеством. Каждое изделие проверяется, начиная уже со швей. Затем у них есть контроль качества и финальная проверка на брак перед отгрузкой. Ну и финальный этаж — склад тканей и фурнитуры. Здесь уже начинается магия выбора. Можно использовать абсолютно любые материалы, как от фабрики, так и свои. Но на этом наша экскурсия заканчивается, и мы переходим к самому важному. Сегодня я хочу познакомить вас с владельцем этой фабрики. От себя хочу сказать, что мы с ним работаем уже давно, и это тот случай, когда ты доверяешь человеку на все 100%.
Друзья, это господин Чен, владелец, он владеет фабрикой вместе со своей семьей. Я попросил его ответить на несколько вопросов, чтобы вы также смогли прочувствовать, с каким подходом здесь все устроено. Итак, господин Чен, очень рад, что вы нашли время для встречи с нами. Не могли бы вы немного рассказать о вашей фабрике, чем вы занимаетесь, какую одежду производите и какие услуги предлагаете своим клиентам? Спасибо большое, я тоже очень рад нашей встрече. Наша фабрика работает с 2016 года. Мы предлагаем как полный цикл пошива одежды, так и оптовые продажи или брендирование на наших готовых бланках. У нас отшиваются как локальные стартапы, так и зарубежные бренды. Что касается ассортимента, мы шьем мембранные куртки, штаны, солнцезащитную одежду, изделия из флиса, софтшелла и быстро сохнущих материалов. Также производим пуховики, горнолыжную одежду и другую экипировку для активного отдыха и туризма. Насколько я понял, вы шьете практически все виды туристической одежды. А если говорить о производственных мощностях, сколько примерно единиц вы отшиваете в год? Около 300-400 тысяч единиц в год. Хорошо, тогда хочу уточнить, вы упомянули, что работаете и со стартапами, и с крупными брендами. Какой у вас минимальный объем заказа на производство? Это, конечно, зависит от сложности изделия, но если говорить о стандартных моделях, то минимальный заказ обычно начинается от 200-300 единиц на один цвет. 200-300 единиц – это отличное количество. А если клиент, например, решит сделать заказ на 300 единиц, сколько времени это обычно занимает от начала до готовой продукции? В среднем, с учетом согласования тканей, разработки лекал, пошива образца, а также производства всей партии, процесс занимает от 30 до 45 дней. Хорошо, я понял по объемам и срокам, но я думаю, сейчас не только меня, но и зрителей мучает самый главный вопрос. Что нужно сделать, чтобы начать отшиваться у вас? Если у клиента уже есть образец, достаточно просто отправить его нам, мы, основываясь на нем, разработаем лекало, подберем ткань, фурнитуру, а также рассчитаем стоимость. Если образца нет, можно прислать дизайнерский эскиз или техническое описание. Мы вместе с командой разработаем лекало, подберем ткани, пошьем образец, а затем отправим его вам на утверждение. После того, как вы подтвердите его, мы запускаем производство всей партии. Хорошо, но что, если клиент не говорит по-китайски? Тогда пишите Тяо, он поможет. Спасибо большое, господин Чен. Вот так, друзья, такой скромный и интересный человек, который стоит за этой фабрикой. И я думаю, вы сами слышали то, что у человека есть и опыт, и четкое понимание своей работы. Напоминаю то, что мы с ними работаем уже не первый год, и мне очень импонирует их подход к своей работе. Без лишних слов и с большим вниманием к качеству. Я очень часто слышу от друзей такие фразы. Хочу шить в Китае, но страшно. Не знаю, с чего начать. А безопасно ли шить в Китае и так далее. Так вот, с таких фабрик и нужно начинать. Ты точно знаешь то, что ты говоришь с фабрикой, а не с каким-то перекупом. И своими же глазами ты можешь сразу оценить качество. Тем более, они дают очень хорошие сроки и количество для старта. А самое главное, они знают, что такое качество и что такое ответственность. Эта фабрика работает как в формате ODM, так и в формате OEM. То есть, если у вас очень сжатые сроки и вам нужно в ближайшее время отгрузить коллекцию, то мы можем взять уже готовые бланки от этой фабрики, внести какие-то небольшие изменения, добавить логотип, бирки, этикетки и в ближайшее время отправить продаваться. Поэтому, если вам интересен именно такой формат, то пишите нам, и мы отправим вам каталог. Но для тех, кому нужно полное производство от идеи до последней нитки, пишите нам в tiao.ru, и мы будем рады помочь вам наладить качественное производство в Китае под ключ. Ну что ж, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Это была фабрика по пошиву туристической одежды. Если это видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был Артем, компания tiao.ru. До встречи в новых роликах.